Таких роликов, мои друзья, вы еще не видели, обещаю. Как вы знаете, я эксперт не только по монстрам, но и по лепке. Поэтому я решил запустить обзоры различных фигурок, слепленных 10 разными авторами, определяя их место с 1 по 10. При этом я буду учитывать такие параметры: качество лепки, проработка деталей, аккуратность, технологичность, озвучка, насколько интересно рассказывает автор, насколько интересно его слушать, интересна ли музыка, соответствие вылепленной фигурки оригиналу, видеоряд, картинка. Что вы видите на экране? Качество съемки и монтажа. Оригинальность идеи. Насколько автор применил свои творческие способности. Насколько оригинален ролик, интересен ли он. За каждый параметр я буду ставить отметку от 1 до 5. 1 – плохая отметка, 5 – отличная. Затем я просуммирую все отметки и выберу лучший ролик. В сегодняшнем ролике обзор пластилиновых блобов из игры FNAF 9 Security Breach. Я проанализировал 10 каналов, авторы которых лепили блоба, сгусток, из пластилина. Должен заметить, что блоба лепили десятки скульпторов. Я выбрал лучших. Итак, поехали! На 10 месте блоб с канала «Великая лепка». Автор демонстрирует свое мастерство начинающего скульптора, но он не рассказывает ни о самом блобе, ни о процессе лепки. Фокус частенько смещается на периферию кадра, что мешает общему восприятию. Ракурсы и планы не меняются. Весь ролик сопровождается современной танцевальной музыкой. Сходство слепленного блоба с оригиналом так себе. Но это не повод для огорчения. Это повод для роста. Удачи тебе, автор великой лепки! На 9 месте ролик канала «Лепка с Давидом». Мальчик Давид бодро рассказывает, как он лепит блоба, сгусток, показывает пластилин, из которого лепит, и объясняет, как он это делает. Также Давид поясняет, кто такой блоб. Музыка, которая сопровождает весь ролик, довольно однообразная. Съемка и монтаж простенькие и незатейливые. Но весь процесс лепки как на ладони. План и ракурс один. Но все хорошо видно и понятно. Зрители без труда и напряжения понимают, что происходит в процессе лепки. Видно, что Давид начинающий скульптор, и у него все впереди. Успехов тебе, Давид! На 8 месте ролик о блобе с канала «Пластилиновый мир». Или, как написано на самом канале, «Plastilin World». Автор канала Андрей. Как и предыдущие 2 автора, он совсем юн и находится в начале своего творческого пути. Уровень мастерства Андрея уже гораздо выше. Видно, как он тщательно прорабатывает детали, и вся технология лепки хороша. Все это отражается на результате. Фигурка хороша. Вот только, правда, кроме музыки нет ни интересного рассказа, ни звуковых эффектов. Да и музыка, судя по всему, скопирована у другого скульптора, речь о котором будет ниже. А может быть, это просто совпадение. Ну, не знаю. Фигурка получилась хорошая, но без интересного рассказа смотреть ролик уже не так увлекательно, как ролики, где слышна речь автора. На 7 месте, это совсем не начинающий блогер, не начинающий скульптор. Это маэстро, корифей лепки по имени Роман. Автор канала «Видеолепка». Как всегда, Роман лепит очень чисто и аккуратно. Видно, что он уделяет этим параметрам главенствующую роль. Голос у автора приятный, но немного скучноватый. Рассчитан на маленьких детишек. Но зато он достаточно подробно объясняет, из какого пластилина лепит, и комментирует свои действия. Четко видно, какие действия производит автор. Монтаж вполне добротный, но очень простой. И как же он слепил блоба? На удивление, не так похоже, как у других скульпторов, которых вы увидите ниже. Я не заметил в ролике и в самой фигурке какого-либо креатива и оригинальности. В итоге фигурка получилась чистенько, аккуратненько, но в отличие от оригинала совершенно не криповая. Я бы даже сказал, скучноватая. Никакой изюминки. И ролик, на мой взгляд, скучноватый, простенький. Хотя, кто сказал, что простота – это плохо? Смотреть такой ролик может быть интересно только поклонникам канала и тем,
кто обращает внимание на количество подписчиков. Целых 2 миллиона. 6-е место занял ролик канала Dark Taurus. Автор канала проживает в Малайзии. Фигурка выполнена в высший класс. Сходство с оригиналом 100%. Все детали проработаны идеально. На протяжении всего ролика фигурка крутится вокруг своих осей на фоне мрачного однообразного пейзажа. Но совершенно непонятно, как автор лепил эту фигурку. Может, это вовсе и не он слепил ее, а кто-нибудь другой? Поскольку кроме музыки никакой озвучки нет, автор молчит, как рыба об лед, мы остаемся в неведении. На 5-м месте оказался ролик канала Лепка Крафт. Видно, что автор канала является большим поклонником игры FNAF и всех аниматроников. Приятным голосом на фоне спокойной, хотя и немного однообразной музыки автор достаточно подробно рассказывает о том, кто такой сгусток, а также о его свойствах и его происхождении. Съемка и монтаж выполнены вполне добротно, без каких-либо эффектов и изысков. Детали самой фигурки Блоба проработаны неплохо, схожесть с оригиналом вполне на уровне. 4-е место в нашем рейтинге занял ролик канала Royal Лепка с незатейливым, но все сразу объясняющим названием «Блоб из пластилина FNAF». Блоба лепит мальчик Дима. Дима слепил сгусток, что называется, не за страх, а за совесть. Очень добротно. Весь процесс лепки виден как на ладони. Дима не балует зрителей разнообразием планов и ракурсов, но зато картинка украшена новогодними лампочками, немного оживляющими видеоряд на протяжении всего ролика. Блоб получился огромный. Дима не поленился нанести кисточкой ржавчину на тело сгустка. Вот только рассказа никакого нет, а жаль. 3-е место в рейтинге прочно занял ролик Камилы, автора канала Лепка Окей. Оно и понятно, ведь Камила профессионал в своем деле. Это видно по всему, как по самой лепке, так и по восприятию всего ролика. Съемка и монтаж на уровне. Присутствует несколько планов и ракурсов. Зрители могут не только досконально увидеть весь процесс лепки, но также получить эстетическое удовлетворение от всего ролика в целом. Интересный и поучительный рассказ, приятный сбалансированный голос, хорошее музыкальное сопровождение, ласкающая взор картинка. Вот только Блоб получился совсем не страшный, не криповый, не совсем такой, каким является настоящий сгусток. Ну и что? Кому-то и такие яркие и не страшные блобы тоже нужны. На 2-е место я поставил ролик «Блоб. Расплавленный Фредди. FNAF Security Breach из пластилина». Автор канала Rina Arts проживает в Перу. Да уж, не ближний свет, Латинская Америка. Ролик снят и смонтирован в соответствии с самыми высокими стандартами. Все четко и ясно, никаких замечаний. Красиво, добротно, качественно. Видно, как много труда вложил автор в создание великолепного, страшного блоба. Всем деталям уделено много внимания, проработка на высшем уровне, хорошая музыка. Вот только со словами, с рассказом, увы, не сложилось. Что поделаешь, может быть, автор не мой? Или просто рассказ – это не его сильная сторона. Ничего страшного, друзья. Вы можете слушать музыку и с удовольствием смотреть на то, как блогер из Перу создает великолепную фигурку Блоба. Вот мы и подобрались к чемпиону. Ну что же, не буду вас томить, друзья. 1-е место в моем рейтинге занял ролик FNAF 9 «Лепим Блоб. Сгусток из пластилина». Автор канала Пластилишка – юная леди, но не боится грязных рук. Так и говорит об этом. Точь как я. Я тоже не боюсь грязных рук. Ролик очень сбалансирован по всем параметрам. Прекрасная съемка, отличный монтаж, ракурсы, планы, великолепная озвучка, интересный дружелюбный рассказ, хорошая фоновая музыка. Видно, что автор с одной стороны получает огромное удовольствие от процесса лепки, а с другой стороны проявляет заботу о своих зрителях, которых она не хочет огорчить, а наоборот хочет доставить им удовольствие. И результат налицо. Фигурка класс. Творческих успехов тебе, Пластилишка!
Мы ничего не поняли, мастер. А где же мы? Почему ты все время рассказываешь о других каналах? Расскажи о нас, своих любимых питомцах. Дорогие мои монстры, всему свое время. А вас целая куча роликов на моем канале, а то вы не знаете. А если хотите, чтобы я с вами не рассорился, перестаньте терзать мои руки.